Всем привет! После выпусков про самые невероятные мотоциклы от мотогигантов Honda и Yamaha, кто не смотрел, ссылки будут в описании, настала очередь и компании Suzuki показать свою самую интересную технику. Открывает выпуск мотоцикл, который так и не получил конкурентов от других японских производителей – Suzuki RE5. Этот диковинный мотоцикл японцы начали продавать в 1974 году и преподнесли его как будущее мирового мотоспорта, потому что вместо обычного поршневого двигателя у него использовался роторный. Suzuki не стали ничего мудрить, а просто купили у НСУ патент на двигатель Ванкеля, что несколько облегчило жизнь японским инженерам, но все же процесс создания своего двигателя был отмечен 12 патентами на изобретение. Он односекционный, жидкостного охлаждения, рабочий объем 497 кубических сантиметров. Мощность составляет 62 лошадиные силы и 75 ньютон-метров крутящего момента, который полностью уже доступен на 3500 оборотов в минуту. За питание отвечает 32-мм двухкамерный карбюратор Mikuni. Средний расход топлива около 6,5 литров на 100 км. В снаряженном состоянии RE5 весит 252 кг. Бак вмещает 17 литров топлива. Максимальная скорость 180 км в час. Несмотря на то, что его двигатель вырабатывал хорошую мощность для тех времен, люди с опаской отнеслись к новым технологиям. Из-за низкого спроса мотоцикл был снят с производства уже в 1976 году. В 80-х годах многие автопроизводители выпускали модные по тем временам автомобили с выдвигающимися фарами. Следуя этой моде, компания Suzuki, единственная среди японских мотопроизводителей, выпустила в 1983 году очень интересную модель дорожного мотоцикла GSX 750 S3 Katana, главной изюминкой которой стал обтекатель с выдвижной фарой головного света. Это придавало мотоциклу удивительную стремительность линий, что выгодно отличало его от обычной версии. Здесь устанавливалась воздушная четверка объемом 747 кубических сантиметров, которая выдавала 84 лошадиные силы и 68 ньютон-метров крутящего момента. В сухом состоянии мотоцикл весит 228 кг, плюс 22-литровый бак. Максимальная скорость 215 км в час. Мотоцикл был снят с производства в 1987 году. Далее идет мечта многих – дорожник на кардане, модель Suzuki GSX 1100G, которая увидела свет в 1991 году. Буква G в названии мотоцикла и означает, что он оснащен приводом от вала. Двигатель модели был позаимствован у GSX R1100, естественно, его перенастроили под высокий крутящий момент на низких и средних оборотах, что предпочтительнее для дорожного мотоцикла. В итоге силовая установка объемом 1127 кубических сантиметров, которая имела воздушно-масляное охлаждение, выдавала 98 лошадиных сил на 7500 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент составлял 99 ньютон-метров, который был доступен уже на 4750 оборотов в минуту. В отличие от GSX R1100, который имел алюминиевую раму, GSX 1000G имел обыкновенную трубчатую, что не могло не сказаться на весе мотоцикла, сухая масса которого составляла 259 кг. Бак вмещает 22 литра топлива.
В 1972 году компания, желая, как и все, выпустить свой ответ на суперпопулярную модель тех времен Honda CB750, выкатила Suzuki GT750, который выделялся 738-кубовым трехцилиндровым, но двухтактным двигателем с жидкостной системой охлаждения, которой японцы окончательно сняли все вопросы по охлаждению среднего цилиндра. Плюс двигатель стал меньше вибрировать и тише работать. Рядная тройка выдавала 72 лошадиные силы на 6500 оборотов в минуту и 83 ньютон-метра крутящего момента на 5500. За питание отвечали 3 аж 40-мм карбюратора Mikuni. Сухой вес мотоцикла 219 кг. Бак вмещал 17 литров. Мотоцикл был одним из немногих в то время, кто мог разгоняться до 200 км в час. Во время турбобума в конце 70-х, начале 80-х Suzuki одна из последних представила свою версию турбомотоцикла в 1983 году. Это модель Suzuki XN85 Turbo. За основу нетипичного мотоцикла японские инженеры взяли проверенный двигатель AGS 650, но его существенно модифицировали, в то время как оригинальный кардан для снижения массы естественно заменили на цепь. Рядная 673-кубовая четверка имела воздушное охлаждение, и после установки турбины ее мощность возросла с 73 до 85 лошадиных сил на 8000 оборотов в минуту, а крутящий момент повысился с 57 до 76 ньютон-метров на 6500. Мотор оснащался инжектором, имел 2 распредвала и по 2 клапана на цилиндр. При сниженной массе в 250 кг разгон до 100 занимал около 5 секунд. Максимальная скорость 205 км в час. Бак вмещал 20 литров топлива. Средний заявленный расход 6,9 литра на 100 км. Далее идет гордость компании, которая стала родоначальником нового класса мотоциклов – Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Этот новый класс был назван словом гипербайки, что означало аппараты классом выше спортбайков. Последняя версия буса оснащена рядной четверкой жидкостного охлаждения объемом 1340 кубических сантиметров, который выдает 197 лошадиных сил и 155 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 264 кг Hayabusa от 0 до сотни разгоняется за 2,6 секунды, а максимальная скорость составляет свыше 300 км в час. Средний расход топлива около 6 литров, бак вмещает 20 литров топлива. Цена за гипербайк на официальном сайте в Японии составляет 2 миллиона 156 тысяч йен. Это по нестабильному курсу на сегодняшний день примерно 14 тысяч долларов или 1 миллион 200 тысяч рублей. Появившийся в 2002 году Suzuki RV200 возродил знаменитую серию простых и надежных мотоциклов двойного назначения из 70-х, которые были завсегдатами различных пляжей по всему миру благодаря своим большим колесам. Сердцем Suzuki RV200 является простой одноцилиндровый двухклапанный двигатель воздушного охлаждения,
объемом 199 кубических сантиметров. Он выдает 16 лошадиных сил и 15 ньютон-метров крутящего момента. Ускорение до разрешенной в городе скорости 50 км в час занимает 5 секунд. Максимальная скорость составляет 110 км в час. В снаряженном состоянии мотоцикл весит 128 кг. Бак вмещает 6,5 литров топлива. В 2007 году появляется инжекторная система питания. Suzuki RV200 One One был снят с производства в 2019 году. Suzuki RG500 Gamma – это реплика гоночного мотоцикла Барри Шина, который побеждал в мировых чемпионатах. Его двухтактный четырехцилиндровый 500-кубовый двигатель напоминает две рядные двойки, соединенные параллельно. Цилиндры расположены по квадрату, по два в ряд, и каждая пара имеет собственный коленчатый вал. Двигатель выдавал 95 лошадиных сил при 9000 оборотов в минуту, а максимальный крутящий момент составлял 72 ньютон-метра при 8000. Сухая масса мотоцикла была всего 156 кг, а снаряженная 172. Бак также вмещал 22 литра. Максимальная скорость 240 км в час. Дорожный вариант RG500 Gamma производился только 3 года, с 85 по 87 год. Всего было выпущено 9284 подобных байка. И несмотря на то, что к середине 80-х в широкой продаже уже давно были привычные сегодня четырехцилиндровые четырехтактные мотоциклы, настоящими спортсменами считались именно двухтактники, как у чемпионов. Ведь мощность этой реплики всего на 8 лошадиных сил была меньше, чем у гоночного болида Барри Шина. Suzuki GSX 1400. Эта модель не имеет никаких необычных технических решений. Однако именно этим мотоциклом компания выпендрилась в 2001 году, выпустив самый большой классический мотоцикл в истории. Сердцем гиганта является рядный четырехцилиндровый двигатель воздушно-масляного охлаждения объемом 1402 кубических сантиметра. Он выдает 106 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента. Мотор построен на базе двигателя от Suzuki GSF 1200 Bandit, который был значительно переработан, а также была добавлена уже инжекторная система питания с двойными дросселями. В итоге 250-килограммовый GSX 1400 способен разгоняться до 100 за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 260 км в час. Бак вмещает аж 22 литра. Несмотря на объем, средний расход топлива около 6 литров на 100 км. Мотоцикл был снят с производства в 2008 году. Suzuki TL1000R. Этот необычный спортбайк появился на год позже, чем раздетая версия S в 1998 году. Тот же двухцилиндровый V-образный 996-кубовый двигатель в этой спортивной версии, естественно, выдает больше мощности, 135 лошадиных сил и 106 ньютон-метров крутящего момента. И несмотря на большую массу, чем у собрата, в сухом состоянии байк весит 197 кг, плюс 17-литровый бак. От 0 до сотни TL1000R разгоняется быстрее за 3,2 секунды. Максимальная скорость также выше, составляет уже 270 км в час. Из особенностей TL1000 следует выделить систему ГРМ, сочетающую использование цепей и шестерен, и, конечно же, необычную систему задней подвески. Наряду с классическим маятником используется роторно-поршневой амортизатор, осуществляющий демпфирование посредством специальной тяги. Мотоцикл был снят с производства на год позже, чем TL1000S в 2002 году.